Роберт и его престарелый отец Бруно жили в небольшом, но уютном доме на окраине города. После смерти матери Роберт взял на себя ответственность за отца, но это бремя быстро стало для него тяжелым. Каждый день он уходил на работу, оставляя Бруно в компании сиделки Марго, которая напоминала ему о необходимости дополнительных расходов на лекарства, подгузники и теплую одежду. Эти напоминания вызывали у Роберта раздражение. Он думал, что отец требует слишком много. После долгих рабочих часов Роберт возвращался домой, уставший и измотанный, и отказывался проводить время с Бруно, считая его скучным и неинтересным. Отец, сидя в кресле у окна, смотрел на улицу, ожидая, когда же сын обратит на него внимание. Каждый день он чувствовал себя все более покинутым и разочарованным. Марго, замечая изменения в поведении Бруно, пыталась донести до Роберта, что его отец нуждается не только в материальных вещах, но и в эмоциональной поддержке. Но каждое ее слово лишь подливало масло в огонь гнева Роберта. Он не понимал, зачем ему тратить время на человека, который, по его мнению, уже не мог ему ничего дать. Однажды, вернувшись с работы, Роберт был в особенно плохом настроении. На работе произошли проблемы, и он искал кого-то, на кого можно было бы выместить свой гнев. Увидев отца, он не удержался и начал кричать на него, обвиняя в своих неудачах. Бруно, с грустью в глазах, тихо извинился, но это лишь разозлило Роберта еще больше. Он хлопнул дверью и ушел в свою комнату, оставив отца одного в тишине. Спустя некоторое время Роберт узнал, что его младший брат Марк устроился на работу в машиностроительную компанию и теперь мог обеспечить Бруно. В голове Роберта возникла идея. Он отвез отца к дому брата, решив, что теперь сможет освободиться от бремени заботы о нем. Вернувшись домой, он почувствовал облегчение, как будто с него сняли тяжелый груз. Однако спустя 2 месяца Роберт узнал, что его отец стал миллионером благодаря наследству от дальнего родственника. Сначала он был рад за Бруно, но затем его охватила зависть и желание вернуть отношения. Он попытался встретиться с отцом, но Марк, охраняющий вход, отказался впустить его. «Отец отрекся от тебя, Роберт. Он не хочет иметь с тобой ничего общего», — сказал Марк, и эти слова пронзили Роберта, как нож. Пытаясь добиться справедливости, Роберт обратился в суд, но его попытки оказались тщетными. Бруно, обретя новую жизнь, нашел утешение в обществе других детей, которые заботились о нем и делали его дни ярче. Остальные братья поддерживали Марка в уходе за отцом, и Бруно, наконец, почувствовал себя нужным и любимым. Роберт остался один со своим гневом и сожалением. Он осознал, что его холодность и презрение только отдалили его от отца, который в конечном итоге нашел счастье и поддержку, о которых Роберт мог лишь мечтать. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.